Такое, наверное, бывает раз в жизни. Это же вырежешь, да? Там Да, конечно, конечно. Романтика! Приветствую, с вами Ваня Романтик. 4 часа в «Ласточке» и потраченные 500 рублей привезли меня в город воинской славы Орел, где сегодня я буду смотреть матч 3-го дивизиона, где встретится местная команда против молодежной команды «Авангард Курск». Очень мало времени в городе, поэтому сейчас мы мчим на место встречи фанатов в один из пабов города. Потом едем на футбол, но уже дальше будем стараться по остаточному принципу посмотреть достопримечательности города. Вперед! Буквально 20 минут на трамвае, и вот я около места сбора фанатов. Первым делом я увидел еще блогеров, которые также снимают свои выпуски. Интересно, кто из нас всех выпустит выпуск первым. Я думаю, я буду, как обычно, последним, потому что монтирую и все делаю сам, поэтому процесс довольно-таки длительный. Ну а потом я встретился с одним из местных представителей фан-движа, он мне вручил пинту пива, поэтому я стою и жду, пока все соберутся, и потом отсюда мы двинем к стадиону, будет интересно. Здание, в котором находится, собственно, сам паб, ему тоже уже больше 200 лет, попахивает Англией классической. Действо номер 1. Стандартный проход до стадиона. Как я понял, сегодняшний матч — это последняя домашка в сезоне, да еще и с таким соперником, поэтому парни замутили проход. Но это еще не все, что вы увидите до начала матча. Фух, я пока бегал, искал различные кадры, аж вспотел немножко, но зато согрелся. Думаю, проход более чем убедительный. Сейчас подходим уже практически к стадиону. Ну а дальше что будет, вы сами увидите. Действие номер 2. Пира. Какой проход без пира, как я говорю. Мы уже возле стадиона, идем на сектор. То ли еще будет. В общем, я минут 15 бродил возле стадиона в поисках туалета. Одни товарищи полицейские отправляли меня в одну сторону, другие в другую. В итоге, навели меня вот на такую вот палатку, друзья. То есть, представляете, на всем стадионе есть вот это. А стадион, на минуточку, вместимостью 14 600 человек. После реконструкции, я пропустил начало матча. Все, иду на стадион. Парни тем временем растянули какой-то баннер. Сейчас пойдем посмотрим с лицевой стороны. Ну вот я после довольно-таки лояльного обыска зашел на стадион на 8-й минуте. Стадион называется «Центральный», имени Владимира Ильича Ленина, и появился он на этом месте в 1961 году. Нынешний вид он принял в 2016. Реконструкция была приурочена к 450-летию города. В принципе, даже можно сказать, что здесь не стадион, а больше спорткомплекс, потому что на территории есть и бассейн, и еще дополнительные поля, одно из которых имеет искусственное покрытие, где как раз таки в основном проводят свои матчи «Орел» в холодное время года. И очень много фотографий можно найти именно с сектора запасного поля.
Если Орел и Курск являются городами, в принципе, относительно близкими друг к другу, то и в турнирной таблице на данный момент, кстати, команды играют в МРО-зоне «Центр», Орел перед сегодняшним матчем занимает 6-е место, а Курск занимает на 2 позиции пониже, то есть 8-е. Поэтому, в принципе, сегодняшняя игра еще и подкрепляется тем, что встречаются соседи по турнирной таблице. Тем временем на поле события развиваются довольно стремительно. Орел изначально вышел вперед в счете, и как только Курск сравнял его, Орел сразу забил еще один гол. Поэтому счет 2-1, как вы видите на табло. Первый тайм почти подошел к концу. Наступает время перерыва, а значит наступает время пойти и пообщаться с кем-нибудь с сектора. Вперед, Орел! Моя любовь! С тобой я пока из плена кровь. Тебе, Орел! Сейчас пою! Я встретился с человеком, с которым изначально договаривался о приезде сюда. Знакомьтесь, это Элвис. Привет, ребята. Скажи, мы вот с тобой встречались сегодня возле паба, да, это было место встречи. Я думаю, каждая движуха от мала до велика хотела бы, чтобы у них был собственный паб, где они могли собираться время от времени. Но не у всех это получается. У вас это получилось. Как вы это сделали? Это обычная детская мечта, которая воплотилась в цель. Но без футбола ничего бы не было. И когда я появился в движе, да, когда уже гонял основательно на выезда и так далее, мне было 16 лет. И мы мечтали, как бы, не только я, но и все ребята старшие из движа, чтобы было свое место, локальное местечко. Сначала у нас появилась стекляшка, это наш локальный паб, в котором мы ходим, там исключительно, там, 20-30 человек, которые ходят. Мечта была, поставил цель, и как бы, 2 года у нас уже у своего клуба, и как бы у каждой уважающейся группировки должен быть паб. Соответственно, у нас мы воплотили этот движ, открыли паб, и теперь мы перед каждым футболом собираемся, выпиваем, как бы не только перед футболом делаем тусовки, веселимся. И поэтому, как бы вот, простейшая детская мечта. Как как маленький человек, я попал на футбол, да. И я тебе могу сказать, что если бы не футбол, я бы был никем, и вот такой движ. Ты до этого обмолвился, что начал плотно ездить на футбол в 16 лет. А когда был первый матч, ты его помнишь? Первый матч, я совсем малыш был. Меня сначала привела на футбол мама, мне было лет на 7. Играли мы как раз тоже с Тулой. Я почему-то всегда, когда маленький был, попадал на топовые матчи, на меня приводили. А потом, когда уже было 5 августа, огромные баннеры, тысячные сектора, вот и тогда я уже попал, влился в движ и уже ходил на трибуну уже со своими ребятами из футбольной команды, когда маленький был, играли мы. И вот приходили вместе с ними после тренировки на футбол. Вот, соответственно, с этого начиналось постепенно строиться вот эта вот вся движуха. Если вдруг кто-то не знает, почему матч Орла и Тулы считается топовым, то это одни из самых принципиальных соперников между друг другом, как на поле, так и вне трибун. Футбольная команда в Орле появилась в далеком 1960 году, и, что интересно, она называлась «Локомотив». Как и обычно в Советском Союзе, команда меняла много раз название. Дольше всего она называлась «Спартак». Думаю, именно из-за этого фанатов Орла и фанатов Спартака связывают дружественные отношения. Но более подробно об этом мы узнаем у Элвиса. Романтика! Не успел начаться второй тайм, как Курск сравнивает счет. Видимо, тренер дал хороших тренделей игрокам в раздевалке. Думаю, нас ждет очень упорный второй тайм. А вот и 3-2, почти успел заснять гол. Прямо повторение того, что было со счетом 1-1 и 2-1. У вас лицевой баннер — это Орел Бучерс. Да, кстати, правильно, не Бачерс, а Бучерс. Раньше это была одна из основных фирм. Сейчас это фирма или все-таки объединение из нескольких фирм, которые... Изначально это был как бы костяк ребят, которые начинали только гонять, да, за Орел.
Ну, в общем, отцы прародители нашей движи — это Орел Бучерс. Они ходили на футбол, делали движ и так далее. Но потом со временем в городе стало появляться больше фирм. Мы имеем Орел Бучерс как объединение болельщиков уже, наверное, лет так 10. И, соответственно, сейчас вот на секторе висит лицевик Орел Бучерс, но за лицевиком скрывается то, что на секторе 3 фирмы стоит на данный момент, это точно. Если на основной трибуне народу практически нету, то здесь сидит ровно один человек. На секторе Орла полная жара. До этого был довольно-таки крутой длинный заряд про врагов Орла. Был интересный момент в истории противостояния. В 2003 году команды играли во 2-м дивизионе, и к окончанию основного чемпионата в 2003 году Орел и Брянск имели одинаковое количество очков, и впервые в истории 2-го дивизиона решили провести дополнительный матч, который выявит победителя на нейтральном поле в Туле. То есть для Орла это такой двойной вражеский выезд получился. И что интересно, команда в итоге выиграла 2-1. И на следующий сезон вышла в 1-й дивизион, где с лету заняла наивысшее место для клуба, то есть 6-е место. Ты помнишь, как ты попал в объединение Орел Бучерс? Сначала ты в объединение точно не попадешь, особенно учитывая те времена, те года. Просто приходил на стадион, болел, да, шизил, всячески зарабатывал, да, авторитет. Ну, маленький пацан, как вот я пришел, мне было 14 лет, да, я там мог принести фаер, зажечь, да, там тогда это еще вообще нормально было, и, ну, то есть за пронос тебя вязали, да, но за то, что ты зажег, тебя не вязали. Зажигали фаера, делали, там, рисовали баннера и так далее. И как потом со временем уже тебя сказали, бля, можешь ездить на выезд, да, подходишь на выезд, если ты выезд такой, ну, более-менее лояльный, там, без всяких приключений будет, ребята старшие уже знали тогда. Ты мог прийти на выезд и сказать, ты едешь, ты мог прийти на выезд и сказать, раз, два, три, четыре, пять, шесть, не едете. И ты идешь домой и понимаешь, что, блин, ну как так, с матом договаривают. И тебе отказали в выезде, ты идешь домой, и ты понимаешь прекрасно, что ребята уехали, значит, ты там не нужен, ты не вывезешь, получается, ты маленький еще. Потом в 16 лет я уже все, уже основательно брали на выезда, отказов не было. Ну и все, собственно, и потом были там всякие дела у нас. Ну и старшие ребята меня подтянули в движ. Получается, я был на 15-летии ОБ уже, с ОБ, ну уже все, уже в коллективе. И вот по сей день остаюсь как бы верен движу. Ставшая уже традиционной тема фанатов Орла с кроссовками. Насколько я помню, сейчас они полетят в небо. Когда вы еще увидите, как солист группы Яйца Фаберже выкидывает кроссовки за забор? Коллективу в этом году исполнилось 23 года. Это довольно весомая дата. Многие к этому времени уже отходят из движа. У вас сейчас на секторе остаются те люди, которые его основали? На секторе есть именно те люди, которые основали. На секторе есть те люди, которые в движе с 96-го, а то и больше. Что сказать за вот новое время? Я могу сказать, что текучка кадров огромная, да? Ты доверяешь людям, но как везде, как в любой движухе, ребят съедает система, ребят съедает семья, ребят съедает работа, ну и прочее. Есть личности, которые гоняют ну, помнят все названия клуба, в общем, нашего. Ну, то есть это 80-е годы и так далее. Эти люди до сих пор на секторе сейчас его отцы, и они всегда остаются в деле. Да, вот так вот. Орел мог вырвать победу в конце матча, но не забивает пенальти. Блять, такое, наверное, бывает раз в жизни. Короче, на 83-й минуте Орел не забивает пенальти. И на 87-й ставит еще одну пенальти. И опять же ворота Авангарда. Смотрим, будет ли гол или нет.
Молодец, во второй раз Орел не забивает, и я не знаю, такое тоже, наверное, первый раз в жизни просто. Это какая-то просто непонятная херня. Деловые люди, в шляпах и ботинках, добрые улыбки, а в карманах финки. Деловые люди, в шляпах и ботинках, добрые улыбки, а в карманах финки. Все, матч подошел к концу, счет так и остался 3-3. Орел упустил два реальнейших шанса, чтобы все-таки вырвать победу в этом принципиальном матче. Но мы на этом не заканчиваем. После матча мы немного прогулялись по центру и вернулись обратно в паб. И все было бы отлично, если бы не одно «но». После возврата домой я обнаружил, что на камере не осталось ни одного видео как раз после матча. Это говорит только о двух фактах. У кого-то растут руки из жопы. Ну ладно, наполовину из жопы, потому что все-таки 15 минут я смонтировал. И то, что будет повод встретиться с ребятами из Орла еще раз. Если вам понравилось это видео, обязательно ставь лайк, подпишись на канал, жми на колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. Я надеюсь, мы увидимся очень скоро, поэтому не прощаемся.